'Cause you owe me a little bit more than that. Don't wanna give it back. Yeah, you owe me a little bit more than that. Don't wanna come back. Всем привет! Мы сегодня разберем интересный дизайн-проект, покажу путь от первой планировки до финальной и как все происходило и что в итоге получилось. Это планировка от застройщика. Здесь у нас отдельная кухня, отдельная гостиная комната с таким небольшим закутком, да, в ней отдельный коридор, пол, есть ванная комната, отдельная ванная комната при мастер-спальне и гардероб в мастер-спальне. Планировка в целом неплохая, но мы решили ее улучшить. Наш заказчик был согласен на студийную планировку. Поэтому мы сделали вход в кухню через гостиную. При этом мы добавили погонных метров самой кухни, и рабочая зона стала гораздо больше. Предварительно перегородка между кухней и залом должна была быть такой декоративной. Неплохая планировка, но мы решили пойти немножко дальше и отказались от почти всех стен, разделяющих кухню, гостиную и прихожую. И получилась такая необычная, очень смелая студийная планировка кухни, где часть кухни ближе к стояку, там у нас плита, раковина, все, что связано с водой и газом. И часть кухни отделилась и вышла на стенку бывшего коридора. И продолжение этой кухни является шкаф в прихожей. Очень необычная планировка. То есть есть и кухонный остров, есть и основной обеденный стол, и большой зал. Но мы решили пойти еще дальше, избавиться буквально от всего лишнего. Кухонный остров уехал, остался только большой диван. И мы интересно придумали, как замаскировать эту кухню, чтобы она не бросалась в глаза, чтобы создавалась иллюзия, что это вообще не кухня, а просто система шкафов. Сейчас покажу, как это выглядит на 3D-панораме. То есть вот мы оказались внутри комнаты. Это уже непосредственно кухня. Вот так она выглядит в закрытом состоянии, и вот так она выглядит в открытом состоянии. Соответственно, есть дополнительная рабочая зона здесь, слева, и большая светлая красивая прихожая. Здесь также у нее замаскирована система хранения, то есть шкаф не выделяется, не бросается в глаза. Там у нас ванная комната и вход в квартиру. И возле зала, соответственно, дополнительно тоже система хранения декоративных шкафов и основная мягкая зона, телевизор, кресло и диван. Ну, достаточно такая просторная, красивая планировка. То есть нас здесь все, в принципе, устраивало, но мы решили попробовать еще один вариант и сделали перегородку между гостиной и кухней. Вот так это выглядит на панораме. Тоже очень интересный вариант. Зона телевизора как бы переехала ближе в кухне, соответственно, диван развернулся на другую сторону, и у нас кухня стала такой скрытой за перегородкой. То есть ее теперь не видно, нету этих раздвижных систем шкафов, но просто кухня прячется за перегородкой. Очень красивый получился вариант, светлая комната. Конечно, нужно говорить, что такой дизайн подходит только тем, кто готов на кухню-студию, да, то есть люди, которые не так много готовят. То есть у нас эта квартира вообще предполагалась под сдачу в аренду, поэтому люди, которые в ней будут проживать, не будут так много и так часто пользоваться кухней. И этой рабочей зоны будет достаточно. Ну, вот такая у нас получилась необычная планировка. Комментируйте, пишите, что вам нравится, что не нравится. Будем рады любой обратной связи. Пока-пока.